Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. События ближайшего будущего. Второй на неделю с 8 по 14 июля. Давайте узнаем, какую энергетику чувствуют карты для вашего знака зодиака, что они нам подскажут. Но будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о нюансах, тонкостях вашей жизни. Я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Или будете допускать альтернативные варианты развития событий. Карта отшельника. У кого-то буквально выйти из одиночества. Или ты в него себя можешь погрузить еще более основательно. Для кого-то может означать как жизненный путь, когда нужно следовать вашей задумке, вашей мечте. Отшельник идет медленно. Для отшельника важна какая-то идея, важна духовность. Не совсем про материализм. Для кого-то из вас какое-то ваше дело, нам тогда карта говорит, быстро не будет осуществлено. А может быть, это новая стратегия и тактика. Оставаться на своей волне, быть верным собственным принципам, но и не оставаться как в каком-то ограниченном пространстве. Может быть и правда. Буквально выйти. И для вас, мои дорогие весы, я оставлю ссылку для перехода на мой сайт, где я опубликовала планетарный гороскоп. Если мне память не изменяет, там буквально тоже выйти из зоны ограничений, выйти из замкнутого пространства по части больше двигаться, больше общаться. В этом, где-то дорога к счастью. Вот такова энергетика, в принципе, июля. Вот кому интересно, вы можете перейти по ссылке на мой сайт и прочитать там для всех знаков зодиака. Сравнить ваши намерения и цели с небесным расписанием звезд, ну и где-то с раскладами Таро. Как это в вашей жизни будет проигрываться. Мы идем дальше. Вот, вы знаете, тысяча может быть неопределенностей. Вокруг люди разные. Вокруг могут быть и люди, на которых вы понадеетесь, а они не сдержат свое обещание. Нам карта вообще говорит, ты не надейся на людей. Вот этот отшельник, который выпал, нам говорят, надейся сам на себя. Разные противоречивые информационные новости могут быть на этой неделе. Но это не значит, что мы на все реагируем. Оставайтесь на своей волне. Вот что для вас важно или что просит ваша душа. Прослушайте сами себя, почувствуйте. И в этом направлении как раз и стоит что-то осуществлять. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, мои дорогие весы? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь, как карты видят. Итак. Вот как минимум 7 направлений. Кто-то может и вдохновиться, ведь это карта вдохновения, что важно знать. Да, самое лучше уже 7 каких-то вариантов перед собой рассматривать, чем ни одного, вот мои дорогие. Может быть, это какие-то 7 предложений или 7 разрозненных каких-то информационных потоков, а вам нужно выбрать один, чему доверять, или где вы можете себя реализовать. Вы не должны, это, кстати, карта прокрастинации, когда мы все никак не можем что-то начать. Первый шаг мы откладываем на потом, на завтра. И в итоге мы всю жизнь так на потом откладываем. Вы очень красноречивая карта, что в том контексте, что я сказала, движение само по себе, выход из зоны ограничений. Или когда мы на что-то, наконец, решаемся. Или просто в том состоянии, как мы есть сейчас, выходим буквально из замкнутого пространства. Может быть и так. Не должно быть какого-то стопора. Какая-то пауза у вас должна прекратиться, буквально, мои дорогие весы. Неожиданности. Пространство вас хочет словно поддержать. И для кого-то добрые новости, когда, если было, допустим, 7 направлений, а вот вы выбираете или должны выбрать для себя, с чем-то определиться, только в сторону своего счастья. По сути, 4 жезлов, ведь это праздник после победы.
И нет ни праздника, нет ни победы, если мы прокрастинируем, все ничего не начинаем. Тогда на вашей жизни ничего не происходит. Вот очень красноречиво говорят карты. И ты отдаешь, даже можешь думать, что, допустим, я хочу просто сохранить все то, что я имею. И я ничего не предпринимаю. Я жду, когда судьба мне даст знак или там как-то вот определяться какие-то позиции, может быть. А карты нам говорят, а ты не можешь так. И продолжая такое состояние как бы свое, ты все равно отдаешь свою судьбу на волю случая. И тогда, да, ты, как тебе кажется, пробудешь в каком-то периоде статики какое-то время, а в последующем все равно будут перемены, но ты на это не будешь уже влиять. А тебе именно что-то нужно самому инициировать в этот период, чтобы было именно то направление для вас, мои дорогие весы, которое праздничное, что-то более счастливое. И если вы, кстати, ну вот как к чему-то приступаете или с чем-то определяетесь, тут же ведь именно 7 кубков, а надо выбрать один, то тогда праздник какой-то будет. Или, мои дорогие, когда какое-то дело у вас, может быть, вы прикладывали много усилий, а оно все никак вот не видели результата, то, скорее всего, тут что-то определяется на этой неделе. Ведь 4 жезлов – это как 4 столпа. Это карта якоря, карта уверенности в неожиданностях, вот такие возможности. Чему сейчас не время? Карта Иерофанта. Надеяться на провидение, надеяться на какие-то традиции, кстати, нет, не время. Тут скорее какой-то шаблон вам придется ломать. Может быть, внутри самого себя. Не время думать, что ну вот всегда было так, значит и дальше должно быть так. А нет, нам говорят, этому не время. И что такое так? Это где-то в твоем сознании, в твоей ментальности. Но на самом деле даже какие-то законы будут меняться, обстоятельства тоже будут меняться, не будет вокруг тебя какой-то стабильности. Это ты где-то в своем пространстве или в направлении своей деятельности сам создаешь себя. Может быть, для кого-то из вас нам говорят, не время ожидать, что ты очень быстро подпишешь какие-то документы. Все же иерофант иногда обозначает какие-либо инстанции в плане чиновников. Мы идем оформлять что-то. Для кого-то не время, нет, идти-то мы можем или согласовывать что-то, но не думать, что мы быстро получим какой-то результат или какой-то вопрос решится, допустим, в какой-то инстанции без вашего участия. Нет, видимо, ходить туда придется, напоминать о себе, может быть, то есть какая-то активность. И если, может быть, какое-то дело у некоторых из вас, вы начали, к примеру, подали куда-то документы, и вот вы ждете готовности или решений по какому-то конкретному вопросу, а оно все ни про, ни но. И непонятно, ни туда, ни то нет, тогда хватит ждать. Тут нужно инициировать, тут буквально о вас забыли. Поэтому не надейтесь как на провидение, как на то, что кто-то про вас вспомнит. Нет, тут нужно не ждать и действовать опять же самому. Что вам помогает? Есть люди, которые вас поддерживают. Конечно, это карта семьи. Вам, если вы один или одна, тогда надо не в одиночестве отстроить буквально свою личную жизнь. Вот так красноречиво говорит карта. И как минимум, как у Бродского, выйти из комнаты. Правда, прочитайте гороскоп, который написала, совпадают где-то карты с планетами, и вам помогает буквально, как и близкие, или те люди, которые готовы разделить не только какие-то тяготы или помощь какую-то нам оказывают, а которые с нами могут порадоваться. Ведь это тоже очень важно. И это тогда, это нас вдохновляет, вселяет больше уверенности, наполняет. Для кого-то из вас это добрые какие-то новости по части вашей семьи или личной жизни уже. У кого-то это может проиграться, и через деньги все-таки 10 кубков подразумевает благополучие. Или когда мы отстраиваем собственное благополучие сами. Это все то, что помогает. Но есть и то, что радует на этой неделе. Но нам говорят, ты не замечтайся, ты не можешь расслабиться. Вот как-то так. Что скрыто? Ты не можешь расслабиться, и что-то ты должен, вот если мы про инстанции говорили,
ты должен завершить какой-то вопрос, оформить документ. Или для кого-то из вас, может быть, у вас слушание в судах, что скрыто. Или как таковые, допустим, я могу такое предположить, ведь всегда карта юстиции – это закон причины и следствия. И значит, помни, все то, что ты делаешь теперь, оно тебе будет откликаться в будущем. И поэтому, если ты сейчас что-то делаешь хорошо, даже для самого себя, такой ты результат получишь и в будущем. И если ты сейчас ничего не сделаешь, или сделаешь где-то в обход закону, может быть, у тебя прежде получался какой-то такой подобный финт, а здесь не получится. Нет, нам как раз больше говорят, что ну вот эта обратка может достичь. Может быть, уже прежде где-то что-то было так вот со знаком, ну, как вопроса вами сделано, и тогда какая-то данность, совершенная прежде, может о себе напомнить. Не теперь даже, не на этой неделе, а где-то в последующем. Держи баланс как и внутри самого себя, гармонию, так и перепроверяй документы. У тебя должно быть все в какой-то кристальной честности или в каком-то, ну, может быть, если мы даже говорим про отчет, например, вы составляете отчеты, значит, там должно все цифры как будто плясать, сходиться, должны быть все подписи. Вот по закону у вас должно быть все, мои дорогие. И карта еще говорит, что скрыто. Самое главное, будь честен сам с собой. Не устрой себе каких-то иллюзий, иначе потом, ну, ты где-то можешь тогда обвинять сам себя. Или об упущенном моменте, чтобы не было сожалений. Вот где-то есть такой пункт в позиции, что скрыто. Поэтому правильно оценить обстановку. Опять же, на данный момент для вас это как что важно знать. И куда-то приложить ваши усилия к чему-то, это точно. Не бездействовать. Дела, работа, бизнес. Семя рука жезлов – это когда мы находимся среди той среды, когда на нас пытаются воздействовать. Иногда называют эту карту соревнования, но тут могут быть какое соревнование? Это, знаете, как, к примеру, может быть такая ситуация, когда вы претендуете на должность, а еще там некоторые претендуют. Но я не могу сказать, что от вашей активности или доказательств каких-то тут ситуация изменится. Нет, вряд ли. Тут нужно в первую очередь, если и действия мы говорим, да, но они должны быть выверены. Нам говорят, отступи полшага назад, чтобы правильно понять, на что согласиться, в чем участвовать. И только после этого действуй. Вот сейчас на этой неделе семерка говорит, что тут скорее какой-то очень правильный просчет у вас должен быть. Где-то себя в обиду не давать, это точно по этой карте. Но и чтобы вас никто не увлек, к примеру, участием вашим в какой-то вопрос, когда это будет интересно больше кому-то. То есть не будет в пустоту ваших действий. Может быть, и правда вам нужно с чем-то определяться, мои дорогие весы. И сделать это очень мудро. Поэтому быть честным с самим собой, чем заниматься, определенно стоит. Без иллюзий, без розовых очков. Где-то об этом тоже карта. Королева жезлов, она может как раз говорить о том, что вы очень удачно на этой неделе решаете финансовые вопросы. Королева жезлов, обратите внимание, по финансам. Деньги никому не даем. Крест-накрест сложила королева руки. Это некоторая закрытость по части финансов. Мы ведь на финансы смотрим. Энергетика этой карты такова, что набила уже прежде каких-то шишек наша королева, или ее жизнь многократно уже к какому-то отрицательному опыту сводила. И теперь она настроена, с одной стороны, не предвосхищать события и никому ничего о себе не рассказывать. Закрытость. Не рассказывать о своих далеко идущих планах. Вообще больше тишины. Деньги тоже любят тишину, как и успех, как и ваше счастье. Поэтому сохраняйте спокойствие. Где-то многословность, она в принципе вам будет мешать на этой неделе. А вот ну, такое наблюдение, участие продуманное, анализ ситуации, когда даже фраза какая-то сказанная, она должна быть вами проанализирована. Нельзя что-то делать по тому шаблону, как мы это делали всегда, потому что на кону может у кого-то стоять как ваша должность, прогресс по деньгам,
или какое-то продвижение вашего дела. У кого-то из вас может быть решение вопроса по части и личной жизни, когда тоже вы должны и себе не навредить, так и, может быть, согласовать какие-то финансовые вопросы. Для части из вас просто дела, работа, бизнес будут более важны на этой неделе. Или на этом поприще для вас откроются какие-то новые возможности, чтобы был вот этот самый праздник. Личная жизнь. Все что угодно, только не застой. Наметь для себя какие-то новые цели, новые горизонты. По сути дела, это про новый горизонт. Тройка жезлов. Это опять же сильная позиция. Посмотрите, четверка жезлов выпадает как неожиданность. И тут пространство, мои дорогие весы, вам желает помочь. И для кого-то тройка жезлов – это когда вы уже видите новый горизонт. По этой карте мы можем изучать новые науки, мы можем изучать языки. И пусть это на личную жизнь, но может быть это вы какое-то направление в деятельности или в обучении будете осуществлять из дома. Потому что вы хотите изменить что-то. Всегда, когда тройка, есть момент, когда один этап, вот-вот уже он заканчивается. Мы уже к чему-то, мы смотрим в другом направлении. Но нельзя сказать, что мы вот прямо так бездумно бросаемся с места в карьер, повторюсь. Нет, определиться с чем-то нужно, как вашим направлением. Для кого-то из вас это определиться в личной жизни. Все-таки вам помогает, посмотрите, десятка кубков, карта счастья, гармонии, радости. И кто-то, и как выйдет из какой-то зоны ограничений, выбор сделает плюс для себя и увидит новые горизонты, новые возможности. Но тогда нужно правильно приложить усилия, а для кого-то из вас это вы сумеете решить финансовый вопрос, но тоже в каком-то новом совершенно ключе. Задача в том, что не дать кому-то обязательств или не согласиться на какое-то дело, которое для вас вот будет означать либо обязательства, либо чей-то больше интерес, нежели ваш. Прекрасная неделя, но вот в таких продуманно правильных энергиях. Хотя я бы сказала, самое главное, ну, как выход из какой-то застоялой ситуации может как раз и проиграться. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.